Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже знаете, что в Кирове множество памятников архитектуры, величественные храмы, роскошные особняки, купеческие лавки. Но есть в нашем городе одно здание, которое сильно отличается от остальных. Это Александровский костел. Чем он известен? Во-первых, это католический храм, а не православный, в отличие от многих религиозных сооружений Вятки. Во-вторых, он достаточно молодой по сравнению с другими храмами. Костел был открыт в 1903 году. Нынче ему исполняется 118 лет. Ну и в-третьих, в этом храме проходят органные концерты. На примере вятских храмов и костела мы можем сравнить исконно русские и заимствованные слова, которые используются в русском языке. Исконно русские слова гораздо старше, и мы не можем без них обойтись. А заимствования пришли в язык позже, но успешно в него интегрировались. И зачастую мы даже не можем отличить, где исконно русское слово, а где заимствованное. Какие слова мы относим к исконно русским? Исконно русские слова – это основные слова, возникшие в русском языке или перешедшие в него из языков предков. Это слова, которые составляют базис языка. При этом мы не всегда можем объяснить происхождение того или иного слова. Для нас это слово привычно и понятно и по форме, и по содержанию, потому что для наших предков эти понятия обозначали то, что было частью их повседневной жизни. Преимущественное количество слов исконно русского происхождения обозначают предметы быта – печь, самовар, горшок, растения – береза, рожь, рябина, животных – петух, волк, корова, природные, погодные и климатические явления – ночь, ветер, радуга, снег, роса, действия – видеть, есть, виды родственных связей – мать, дочь, сын, отец, дед, внук, характеристики чего-либо, кого-либо – молодой, хитрый. Исследователи уверяют, что в русском языке всего около 2000 исконно русских слов. Вместе они образуют ядро отечественного языка. Эти слова – самые часто употребляемые россиянами понятия. Они используются и в устной речи, и в тексте. К заимствованным словам относятся языковые единицы, которые были позаимствованы для употребления из других языков. Ежедневно мы используем огромное количество заимствований, не задумываясь, что изначально в русском языке вообще не было таких понятий. Например, персона, чемпион, автомобиль, павильон, янтарь, дамба. Почему в русской речи появляются заимствования? Это связано с тем, что любой язык – это живая проницаемая система. Любые контакты с носителями других языков, знакомство с их бытом, культурой, экономикой, политикой могут найти отражение в родном языке. Особенно в том случае, если при этом заимствуется какая-то новая привычка или изобретенное устройство. Ведь в родном языке просто нет равнозначного понятия, чтобы обозначить новые для сознания вещи. Поэтому вместе с предметом быта в язык проникает его обозначение. И так там потом и остается. Например, привычные нам слова «сарай», «барабан», «серьги» – это заимствование из тюркских языков. Только наши предки используют их так давно, примерно с XIII века, что мы уже не отличаем их от исконно русских слов. Точнее, просто не задумываемся, откуда в русский язык пришли эти слова. По некоторым оценкам, доля заимствований в русской речи составляет всего лишь 10% от общего словарного запаса языка. Тем не менее, заимствованные слова сегодня встречаются практически повсеместно и в устной речи, и в текстах. Как же отличить исконно русское слово от заимствованного? Со словами, которые пришли в русский язык недавно, все относительно просто. Сразу понятно, что наши предки не использовали в речи слова «компьютер», «смартфон», «мессенджер» или «репут». В остальных случаях нужно ориентироваться на состав слова, в том числе на определенные звуковые, их еще называют фонетическими, сочетания. Здесь вам пригодится небольшая памятка, которую можно увидеть на экране и найти в справочных материалах к нашему курсу. С помощью нее вы легче сможете отличать заимствованные слова от исконно русских.
Конечно, из любых правил есть исключения. Мы не можем сказать, что все слова на букву А заимствованные, потому что используем знаменитый русский «авось». Это вводное слово, которое относится к исконно русским словам. А вот распространенное слово «автомобиль» заимствовано, причем по частям. Первая часть «авто» от греческого «аутос» – «сам». Вторая часть «мобиль» от латинского «mobilis» – «подвижной». Если переводить это слово по частям, вкладывая тот же смысл, получится знаменитая самобеглая коляска. Она была способна передвигаться без тягловых животных. Ее, кстати, изобрел наш земляк, механик-самоучка из Яранского уезда Вятской губернии Леонтий Шамшуренков. Свой проект он представил в Петербурге еще в середине XVIII века, почти на 40 лет раньше, чем известный изобретатель Иван Кулибин презентовал свою самокатку. А теперь вернемся к нашей теме. Как мы можем узнать, что слово заимствованное? На самом деле это несложно. Нужно обратиться к словарям. Например, проверить понятие по словарю иностранных слов или воспользоваться этимологическим словарем. Все эти ресурсы сейчас есть в свободном доступе в интернете. Кстати, само слово «интернет» тоже заимствование. Пришло оно к нам из английского языка. А теперь домашнее задание. Выберите вещи или устройства, которыми вы пользуетесь чаще всего за день. Это могут быть часы, телефон, наушники, клавиатура, ручка, блокнот, словом, все что угодно. С помощью этимологического словаря определите, какие слова являются исконно русскими, а какие заимствованными. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.